Приветствую вас на своем канале. Сегодня мы разберем с вами, какие ошибки делаются при выращивании фиалок на фитиле. Пишут часто в комментариях, что не получается подружиться с фитильным поливом, фиалки пропадают. И кто уже пробовал выращивать на фитильном поливе, у кого был неудачный опыт, уже не возвращаются к этому способу полива. Но, знаете, фиалки пропадают и замокают не потому, что такой неудачный, такой сложный вид полива, а потому что допускаются ошибки. Либо это может быть даже одна ошибка, но которая запросто может погубить все фиалочки. Поэтому давайте с вами разберем, как же наконец-то подружиться с фитильным поливом и какие ошибки нужно исключить. Первая ошибка, самая распространенная, это неподходящий грунт. Самая первая и самая важная ошибка, которая допускается, это грунт. Субстрат для фитильного полива должен быть безземельный. Это верховой торф, у меня классман плюс перлит примерно в равных пропорциях. Здесь я хочу остановиться поподробнее. Была дискуссия в комментариях. Одна подписчица написала, что у нее фиалки на фитильном поливе растут в земельном грунте. Знаете, не могу здесь согласиться, все это ерунда. Значит, у вас неполноценный фитильный полив, то есть псевдополив, я его называю, мнимый полив, да, то есть вы наливаете воду в контейнер, фиалка сразу выпивает за один раз эту воду. Да, у вас продет фитилек, как вот стандартно при фитильном поливе, но фиалка сразу выпивает эту воду, и больше вы ее не доливаете. То есть, понятным языком, если объяснять, то фиалка 24 часа в сутки и со дня в день, неделями, месяцами у вас не стоит на фитиле. Фитиль, я думаю, у вас не находится в воде. Доливаете вы воду по мере подсыхания, то есть по типу нижнего полива или же полива в поддон. В обычном грунте, будь то универсальный грунт или даже грунт конкретно для фиалок, но он земельный, он не подходит для фитильного полива. Такой грунт тяжелый, забитый, и корни в нем нормально дышать и развиваться не будут. В торфяном субстрате быстро нарастает корневая, и со временем даже развивается эта корневая через дренажные отверстия. Сейчас покажу поближе. Смотрите, какие корни, вот сам фитиль и такая вот борода корней. Недавно я мыла емкости, добавляла воду, доливала, а корни, вот видите, остались зеленоватые. Такое бывает, особенно если фиалки растут на подоконнике. При естественном освещении бывает такое вот позеленение. В этом абсолютно нет ничего страшного. Фиалочкам это никак не вредит. Вот получается фитиль сам в качестве проводника, да, выступает. И еще самими корнями фиалка поглощает эту воду. То есть такая вот борода корней, значит, фиалка нормально растет, развивается и цветет, как видите. Вторая ошибка, немаловажная, это высокий уровень воды в самой емкости, на которой стоит фиалка. В чем именно ошибка? Ну вот смотрите, сам горшок или стакан, смотря в чем у вас растет фиалка, не должен касаться воды. То есть между стаканом и водой должна быть воздушная прослойка. Обязательно, иначе фиалка просто замокнет, причем моментально. Начнет загнивать корневая. В воде должен находиться только сам фитилек. Именно он будет проводником, и фиалка будет тянуть воду, когда и сколько ей нужно. Поэтому обращайте на это внимание. Под завяз воду наливать не нужно, чтобы вода касалась самого горшочка. Обязательно оставляйте место
пространство. Третий момент – это большой горшок. Что касается горшочков, смотрите, вот такие вот горшки, здесь 9, 10 в диаметре, это очень большой объем. Не только для фитильного полива и для верхнего полива такой объем я не использую. В таком вот горшке будет загнивать корневая. Земляной ком будет постоянно мокрый, корневая просто не будет справляться с таким объемом воды. То есть в таком случае просто будет болото в горшке. Корни будут закисать. К тому же, чем меньше горшочек, тем аккуратней и компактней формируется розеточка. Вот смотрите, эта фиалочка у меня растет в 100-граммовом стаканчике. Первый раз она в нем и зацветает. Вот смотрите, какое цветение. Все фиалочке нравится. Она быстрее в таком маленьком объеме оплетает корнями земляной ком и быстрее зацветает. Потом, когда уже подходит время пересаживать фиалочку, я вот ее пересаживаю в такие вот горшочки, в такой объем. 8 в диаметре, это вот кофейная чашка одноразовая или такие вот горшочки. Чем меньше горшочек, тем фиалочка быстрее будет развиваться и зацветать. Ну и последний момент, тоже немаловажный, это температурный режим, а именно низкая температура. Если слишком холодно, это 18 градусов и ниже, особенно это чаще бывает на подоконнике в зимнее время года, то вода будет охлаждаться, остывать, соответственно, корни начнут загнивать. Поэтому либо утепляем подоконник, либо снимаем их с фитиля на время холодов. Можно просто убрать емкость вот эту, да, контейнер, и оставить сам фитилек, просто поливать через верхний полив. Потом уже с приходом весны, как потеплеет, опять можем погрузить фитиль в емкость, и фиалка опять будет на фитильном поливе. А можно заново пересадить фиалочку, заодно поменять субстрат на свежий, вот как раз после зимы, и фиалочки будут активно уже зацветать. Также, кто спрашивал по поводу самого фитилька, какой я использую фитиль, вот такая вот у меня капроновая нить. Фитиль из капрона. Очень мне нравится, отлично работает, никогда не пересыхает. Причем я его предварительно не увлажняю перед посадкой. Сразу продеваю его в горшочек, сажаю фиалочку и вот сухим сразу погружаю в емкость. Он очень быстро намокает и тут же тянет воду. Давно уже пользуюсь такими вот фитильками, мне очень нравится, кто спрашивал. Вот такие основные распространенные причины мы с вами разобрали, из-за которых фиалочка может пропадать и замокать на фитиле. Что еще вот касается земельного грунта, вернусь к этому вопросу, рано или поздно все равно фиалка покажет своим внешним видом, вы заметите по листве, вы заметите также, что с корневой начались проблемы, что ей не подходит земельный грунт. Поэтому, конечно, ради эксперимента можно там одну фиалочку посадить, чтобы лично убедиться, как фиалка развивается в земельном грунте. Но чтобы переводить всю коллекцию, или там кто-то сказал, и сразу же переводить, то лучше так делать не стоит. Начните с одной фиалочки, даже в торфяном субстрате начните с одной фиалки, посадите, посмотрите, как она будет себя чувствовать, развиваться.
Вот, но только торфяной субстрат это идеальный вариант для фитильного полива. Других вариантов нет. На этом, друзья, буду заканчивать это видео. Всем отличного настроения, пусть фиалочки радуют вас своим цветением подольше. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. И до новых встреч. Всем пока!